Всем привет, с вами Змей. Это Кэт Суэрта. Кто меня с утра приходит, в люк прыгает. И сейчас в связи с перепадом температуры здесь роса. Все лодка в лапках. Теперь надо мыть. Роса утренняя. Что, кошка, пошли гулять. Не пойдешь? Тебе здесь хорошо. Ну, пошли гулять. Привет, друзья, это Капитан Змей и небольшой спич. Называется теория заговора. Все мы знаем нынешнюю ситуацию, да, и самая распространенная версия насчет Хунты и Хутина, то, что они такие тупые, поверили, там, не знаю, друг другу, кто кому, что Украина слабая, и ее можно захватить, там, не знаю, за 3-7 дней. И это у них обломалось, и как бы дальше все вы знаете, да, затяжная война с убийством людей, своих, чужих. Это стандартная теория, которая сейчас как бы она, ну, никто над ней не сомневается. Вот, но в самом начале промелькнули такие моменты, что, дескать, это все спланировано. И, ну да, конечно, запросто может быть, что они действительно такие все тупые, ничего не понимали, ни экономически, ни логически, ни морально, то есть моральные уроды, это все понятно, да. Но еще до этого были такие моменты обсуждения в мировом сообществе. Мелькала информация о том, что у нас в мире перенаселение, всякие экономические передряги, там, в связи с несовершенством банковских систем, еще что-то. Ну, короче, много чего. Ну и какие-то, может быть, не очень популярные действия в мире хотели там делать, где-то ужесточать власть. И в обычной ситуации спокойно это делать было неудобно. Вот, то есть, как бы, как раз вот эта грязная кровавая война для некоторых, я еще раз говорю, что некоторых определенных маленьких групп элит мировых, особенно причастным к милитаристскому комплексу военному ВПК и в Америке, и в Европе, они даже, наверное, заинтересованы были в этом достаточно сильно. Ну и плюс некоторые властные структуры, они, видимо, ну, тоже было, то есть, ну как, с какой стороны смотреть, то есть, если посмотреть с экономической точки зрения и там с выгоды, как в любом детективе говорят, ищите, кому это выгодно. Вот есть такие группы людей, которым это выгодно. Сейчас любые проблемы в любой стране списываются на что? Вот, дескать, там война, газ не поставляется, тарифы повышаются, хотя не находят альтернативные способы. Ну, да, вроде все логически. То же самое, увеличение расходов на оборонку. То же самое, все это старое оружие, которое дается Украине, к сожалению, не самое современное, не самое лучшее зачастую. Вот, его тоже как-то, чтобы обновить, ну, нужен какой-то смысл, да, то есть те же ВПК перестали что-то производить в больших количествах, ну, потому что как-то все в мире подуспокоилось, и нафиг это было не нужно, вот, ну, и как бы правительство тратили деньги на развитие стран, на развитие отношений и так далее. И теперь, как бы, в связи с этой ситуацией, то есть очень много, скажем так, бенефитов получают вот эти ВПКшники, то есть им можно... Это оружие, опять же, там за какие-то долги вписывается, еще что-то. Но даже если оно дается бесплатно, то есть для них есть повод, идет заказ от правительств на создание новых самолетов, новых пушек, новых ракет. Вот, ну потому что есть враг, его до этого не было. Вот, я единственное не совсем понимаю, какая выгода от этого Путина. Но может быть она какая-то есть скрытая, которую мы еще не знаем. Может быть, в результате всех этих событий он уже уничтожил тысячи и тысячи, сотни тысяч, наверное, уже миллионы, если так посчитать, людей со всеми там дополнительными ранениями и так далее. И фактически это тоже как бы какой-то небольшой подрез населения, причем не самого, скажем так, любимого всем миром, да, там часть славянского населения. И еще один хитрый бонус, который мы не учитываем. Все более-менее приличные, зарабатывающие, умные люди, артисты, они все покинули и Россию, и многие Украину. И они вполне себе сейчас ассимилировались по всему миру, научились там жить, зарабатывать деньги. И вряд ли они когда вернутся. То есть мир получил еще какой-то всплеск
приток специалистов, предпринимателей, в общем, неплохих людей в целом, вместо вот этих вот всяких мигрантов с Африки и так далее. Это тоже как бы такой плюс, который трудно списывать со счетов. Вот, поэтому как бы, ну, она как бы, да, такая немножко фантастическая, но тут тоже есть варианты. То есть вариант первый — это, значит, просто они сами договорились, собрались где-то, проблемы коммуникации сейчас не стоит. То есть виртуальная коммуникация чуть ли не в 3D режиме, в объемном, эффект присутствия, и не проблема полететь, и тихо где-то встретиться в спокойной обстановке. А все остальное — это как бы, это все театр, это кино для народа, для плебса. Вот. А другой вариант, если кто читал книгу «Дюна», там происходит черти чего, и там, судя по фильму, одни имеют власть, там злыдни, да, Харконнены, потом Атридесы отвоевывают ее там вместе с фрименами свободными. И потом там черти что творится, это еще до этого в фильме не дошло, в книге там, в общем, там культ личности этого Атридеса, который стал червем песчаным. И черти что происходит, там войны межпланетные. А в самом конце там показывают, удаляется камера, и там два садовника поливают цветы. Говорит, что-то, говорит, муравьи на этом цветочке сильно там расплодились, дай-ка я их там попрыскаю там каким-то цидом. А ты свой полей чуть побольше, пусть они разовьются, посмотрим, как это будет. Может быть, это тоже такая версия, что сами и правители, и, ну, может, кто-то знает, догадывается, кто-то, может, участвует в этом даже, вот, что они не играют в чужую игру, скажем так. Тоже есть такой вариант. Вот интересно мне, что вы об этом думаете. Я понимаю, что это такая левая фантастическая версия, но имеет ли она место быть, или это вот такие прям выдумки-выдумки? Спасибо, с вами был Капитан Змей Зен.